Оноре де Бальзак. Забавные истории. Веселые шутки короля Людовика XI. Король Людовик XI был весьма веселым человеком, любившим хорошую шутку. Если не считать интересов его королевского сана и церковных дел, жил он привесело и охотно охотился за куртизанками не реже, чем за зайцами и прочей королевской дичью. Поэтому жалкие бумагоморатели, изображавшие его лицемером, наглядно доказали, что совершенно его не знали. Ведь он был верным товарищем, остряком и кутилой, каких еще поискать. Именно он в минуты хорошего расположения духа говорил, что 4 вещи в жизни хороши и своевременны: держаться в тепле, пить прохладное, стоять твердо и глотать мягкое. Некоторые обвиняли его в связи с грязными распутницами, но это явная ложь, поскольку все его любовницы, одна из которых даже была узаконена, происходили из знатных семейств и имели солидные поместья. Он не терпел расточительности, всегда держался за существенное, а поскольку некоторые грабители народа не нашли крошек у его стола, они все и возвели на него напраслину. Однако настоящие знатоки истории знают, что названный король был прекрасным человеком в частной жизни и даже весьма приятным. Прежде чем отрубить голову кому-то из своих друзей или подвергнуть их наказанию, а он их не щадил, требовалось, чтобы они сильно его прогневали, и его месть всегда была справедливой. Лишь у нашего друга Вервиля я прочел о том, что этот достойный государь однажды совершил ошибку. Но единичный случай, еще не привычка, к тому же в этом происшествии его собутыльник Тристан был виноват больше, чем сам король. Вот обстоятельства, описанное названным Вервилем, хотя я и подозреваю, что он просто отмочил шутку. Я привожу его потому, что некоторые люди не знакомы с изысканным трудом моего прекрасного соотечественника. Я сокращаю его и передам лишь суть, так как подробности там более обширны, о чем ученые-мужи прекрасно осведомлены. Людовик XI пожаловал аббатство Турпени, упомянутое в рассказе «Империя», одному дворянину, который, получая с него доход, стал именовать себя мосье де Турпени. Случилось так, что когда король находился в Плесси-ле-Тур, настоящий аббат, бывший монахом, явился к королю и подал прошение, указывая, что по каноническим и монашеским законам именно он имеет право на аббатство, а захвативший его дворянин ущемляет его в правах. На этом основании он призвал его величество учинить правосудие. Кивнув париком, король обещал удовлетворить его просьбу. Этот монах, назойливый, как и все носящие капюшон, часто появлялся в конце королевских трапез. Король, которому наскучила эта монастырская святая вода, подозвал друга Тристана и сказал ему: «Старик, тут есть один Турпени, который меня злит. Избавь меня от него». Тристан, перепутав рясу с монахом или монаха с рясой, подошел к тому дворянину, которого весь двор звал мосье де Турпени. Заговорив с ним, он отвел его в сторону, взяв за отворот камзола, дал понять, что король желает его смерти. Дворянин пытался сопротивляться, молил и умолял о спасении, но так и не был услышан. Его аккуратно задушили между головой и плечами, так что он испустил дух. 3 часа спустя Тристан доложил королю, что дело сделано. 5 дней спустя, а именно за этот срок души возвращаются обратно, монах снова вошел в покои короля. Увидев его, король чрезвычайно изумился. Тристан находился тут же. Король подозвал его и шепнул ему на ухо: «Ты не сделал того, что я тебе приказал. Спаси Бог, Ваше Величество, я все сделал. Турпени мертв». Я имел в виду этого монаха. А я понял, что дворянина. Как, значит, дело уже сделано? Да, государь. Ну и отлично, повернувшись к монаху, король молвил: «Подойди сюда, монах».
Монах подошел. Король сказал ему: «Встань на колени». Бедный монах задрожал от страха. Но король продолжал: «Благодари Бога за то, что он не пожелал твоей смерти, как я того приказал. Вместо тебя убили того, кто отнял твои владения. Бог учинил над тобой правосудие. Иди и молись за меня Богу и ни носа не высовывай из своего монастыря». Это доказывает добросердечие Людовика XI. Он вполне мог бы повесить монаха, ставшего причиной ошибки. Что же касается названного дворянина, то он умер на службе королю. В первые дни своего пребывания в Плесси-ле-Тур король Людовик, не желая устраивать кутежи и давать волю своим распутным наклонностям в замке из уважения к ее величеству, королевская деликатность, которой не обладали его преемники, воспылал страстью к даме по имени Николь Бопертюи. По правде говоря, она была женой местного горожанина. Мужа он отослал в Пуату, а названную Николь поселил в доме неподалеку от Шардоне, в том районе, что зовется улицей Кинкангронь, поскольку это было уединенное место, далекое от чужих жилищ. Таким образом, и муж, и жена состояли у него на службе, и Бопертюи родила ему дочь, которая умерла монахиней. Эта Николь была остра на язык, словно попугай, имела величественные формы, была наделена пышными естественными прелестями, упругими на ощупь и белыми, как крылья ангела. К тому же она славилась изобретательностью в любовных утехах, благодаря чему в любви с ней ничто не повторялось дважды. Настолько глубоко она изучила сладкие секреты этой науки, способы подачи пуассийских оливок, расслабление нервов и сокровенные учения молитвенника, что чрезвычайно тешило короля. Она была весела, как жаворонок, постоянно смеялась и пела и никому не причиняла страданий, что вообще свойственно женщинам столь открытого и вольного нрава, у которых всегда есть занятия, пусть даже и двусмысленные. Король часто приходил к даме вместе со своими закадычными друзьями. Чтобы не привлекать внимания, он всегда ходил по ночам и без сюиты. Однако, будучи от природы недоверчивым и опасаясь засады, он отдал Николь самых свирепых собак и своих псарин, эдаких псов, готовых сожрать человека без лишних церемоний. Эти королевские псы признавали только Николь и короля. Когда государь приходил, Николь выпускала их в сад. Дверь дома надежно запиралась на засов, а король прятал ключи в карман и в полной безопасности предавался со своими спутниками всяческим удовольствиям, не боясь предательства, резвясь вовсю, устраивая розыгрыши и забавные игры. В такие вечера друг Тристан караулил окрестности, и любой, кто вздумал бы прогуляться по аллее Шардоне, быстро оказался бы в таком положении, откуда легко благословлять прохожих ногами, если только у него не было королевского пропуска. Ведь Людовик часто посылал за девицами для своих друзей или за людьми, которые могли бы развлечь его забавами, придуманными Николь или гостями. Из этих маленьких развлечений уроженцы Тура ничего не знали, так как король мягко рекомендовал участникам молчать, и об этих забавах стало известно только после его смерти. Говорят, что шуточная забава «Поцелуй меня взад» была придумана самим государем. Я расскажу о ней, хотя она и не относится к теме этого рассказа, так как она показывает природный комизм и чувство юмора этого веселого монарха. В Туре жили 3 известных скупого. Первым был мастер Корнелиус, достаточно хорошо известный, второго звали Пеккар, он продавал позолоту, цветную бумагу и украшения для церквей, а третьим был богатый винодел по имени Маршанда. Эти 2 туронца, несмотря на свою скупость, стали основателями знатных семейств. Однажды вечером, когда король находился у Бопертюи в хорошем расположении духа, плотно выпив, пошутив и вознеся в начале вечера молитву в оратории мадам, он сказал своему дружку Ледему, кардиналу Лубалю и старику Дюнуа, которые все еще пили: «Давайте-ка посмеемся от души. По-моему, будет отличной шуткой посмотреть на скупцов перед мешком с золотом, к которому они не смогут прикоснуться. Эй, кто там?
Услышав это, появился один из его слуг. «Поди», — молвил он, — «найди моего казначея, и пусть он принесет сюда 6000 золотых икю, и без промедления. А ты ступай и задержи моего друга Корнелиуса, ювелира с улицы Сен-Дени и старика Маршанда, и привези их сюда по приказу короля». Затем он снова принялся пить и рассудительно спорить о том, кто лучше, женщина с душком дичи или женщина, которая хорошо намыливается с ног до головы, худая или полная. И поскольку в обществе собрался цвет мудрости, было решено, что лучшая — это та, которая достается человеку вся целиком, как тарелка теплых мидий, в тот самый миг, когда Бог посылает ему добрую мысль, чтобы поделиться с ней. Кардинал спросил, что самое драгоценное для дамы, первый или последний поцелуй? На что Бопертюи ответила: последний, ибо тогда она знает, что теряет, тогда как при первом еще не ведает, что приобретет. За этими речами и другими, которые, к величайшему сожалению, были утеряны, прибыли 6000 золотых икю, которые стоят добрых 300 000 современных франков. Настолько мы издеваемся над ценностями с каждым днем. Король приказал разложить икю на столе и ярко осветить, так что они заблестели, как глаза собравшихся, которые невольно загорелись и заставили всех рассмеяться помимо воли. 3 скупцов ждали недолго, слуга привел их, бледных и запыхавшихся, за исключением Корнелиуса, который знал странные причуды короля. «Ну-ка, друзья мои», — сказал им Людовик, — «взгляните-ка хорошенько на икю на столе». И 3 горожан въелись в них глазами. Можете поверять, что бриллиант Бопертюи сверкал меньше, чем их маленькие пескаренные глазки. «Они ваши», — добавил король. И тут они перестали любоваться икю и стали переглядываться друг с другом. Гости прекрасно знали, что старые плуты искушеннее всех в корчении гримас, отчего их физиономии становились весьма любопытными, словно у котов, лакающих молоко, или у девиц, пощекотанных мыслями о замужестве. «Итак», — молвил король, — «все это достанется тому, кто трижды скажет 2 другим: поцелуй меня взад, запустив руку в золото. Но если он не будет серьезен, как муха, согрешившая со своей возлюбленной, и улыбнется, повторяя эту шутку, то заплатит мадам 10 икю. Впрочем, он может попытаться трижды». «Это легко заработать», — сказал Корнелиус. Будучи голландцем, он имел губы столь же сжатые и серьезные, сколько рот мадам был часто открыт от смеха. Затем он смело положил руки на икю, чтобы проверить, хороши ли они, и крепко сжал их. Но когда он посмотрел на остальных, чтобы вежливо сказать им: «Поцелуй меня взад», оба скупца, не доверяя его голландской степенности, ответили: «С удовольствием, сударь», будто он чихнул. Это заставило расхохотаться все общество и самого Корнелиуса. Когда винодел пошел брать икю, он почувствовал такое подергивание в щеках, что его старое заскорузлое лицо стало источать мелкие смешки из всех пор, словно дым из трубы, и он ничего не смог выговорить. Тогда настал черед ювелира, который был немного насмешником, а его губы были сжаты, как петли на шее повешенного. Он схватил горсть икю, посмотрел на остальных и даже на короля и произнес с насмешливым видом: «Поцелуй меня взад». «А он грязный?» — спросил винодел. «Посмотри и узнаешь», — серьезно ответил ювелир. Тут король начал опасаться за свою икю, так как названный пекарь снова, не улыбаясь, собрался в 3-й раз произнести заветное слово. Но тут Бопертюи подала знак согласия на его скромную просьбу, отчего он потерял самообладание, и его рот расплылся в улыбке. «Как тебе это удавалось?» — спросил Дюнуа. «Сохранять серьезное лицо перед 6000 икю?» «А, милорд. Сначала я думал о своем судебном деле, которое разбирается завтра, а во-вторых, о своей жене, которое настоящее наказание.
Желание выиграть эту округлую сумму заставило их попытаться снова, и король около часа забавлялся выражением этих лиц, приготовлениями, шутками, гримасами и прочими обезьяньими ужимками, которые они проделывали. Но они черпали воду решетом, и для людей, которые предпочитали сжимать кулаки, а не разжимать их, было горькой печалью отсчитывать мадам по стоеке с каждого. Когда они ушли, Николь дерзко сказала королю: «Государь, разрешите мне попробовать?» «Пресвятая дева», — ответил Людовик. «Нет. Я могу поцеловать тебя и за меньшие деньги». Это было сказано как человеком бережливым, каким он всегда и являлся. Однажды вечером толстый кардинал Лубалю зашел в своих ухаживаниях, на словах и на деле, немного дальше, чем позволяли ему каноны церкви, с этой самой Бопертюи, которая, к счастью для себя, была смышленой девкой и не давала себя в обиду. «Послушайте, господин кардинал», — сказала она. «Королю вовсе не угодно, чтобы мне преподносили святое елеосвящение». Затем явился Оливье Ледем, которого она тоже не стала слушать, а на его глупость ответила, что спросит у короля, не хочет ли тот, чтобы ее побрили. Поскольку этот самый цирюльник не просил ее держать свои предложения в тайне, она заподозрила, что эти маленькие интрижки были уловками короля, чьи подозрения, возможно, подогрели ее друзья. Чтобы отомстить Людовику, она решила, по крайней мере, проучить названных господ, выставить их дураками и позабавить короля шутками, которые с ними сыграет. Однажды вечером, когда они пришли на ужин, у нее гостила одна городская дама, желавшая поговорить с королем. Это была знатная дама, получившая от короля помилование для своего мужа, которое, благодаря этому приключению, она и получила. Николь Бопертюи, отведя короля на минутку в прихожую, сказала ему, чтобы он заставил их гостей хорошенько выпить и наесться давала, чтобы он веселился и шутил с ними. Но когда скатерть снимут, он должен начать цепляться к ним по пустякам, оспаривать их слова и быть с ними строгим, а она тогда позабавит его, вывернув их перед ним наизнанку. Но прежде всего он должен быть приветлив с названной дамой, и это должно выглядеть искренне, будто она вовсю пользуется его благосклонностью, поскольку дама любезно согласилась на эту славную шутку. «Ну, господа», — сказал король, снова входя в комнату, — «принимайте за дело, день был удачным для охоты». И хирург, кардинал, толстый епископ, капитан шотландской гвардии, посланник парламента и любимый королем судья проследовали за двумя дамами в комнату, где счищают ржавчину с челюстей. И там они стали набивать подкладку своих камзолов. Что это значит? Это значит мастить желудок, заниматься естественной химией, регистрировать различные блюда, ублажать свои потроха, копать себе могилу зубами, играть мечом Каина, погребать соусы, поддерживать рогоносца. А выражаясь более философски, производить нечистоты собственными зубами. Ну что, теперь вы понимаете. Сколько нужно слов, чтобы выбить крышку вашего разумения. Король не упустил случая влить в своих гостей этот великолепный и первоклассный ужин. Он напичкал их зеленым горошком, возвращаясь к рагу, хвалил сливы, рекомендуя рыбу, говоря одному: «Почему вы не едите?», другому: «Пейте за мадам», а всем им: «Господа, отведайте этих омаров, прикончите эту бутылку. Вы не знаете вкуса этого фарша. А эти миноги, ах! Что вы на это скажете?» И клянусь Господом, это лучший усач, которого когда-либо вылавливали из Луары. Погрузите свои зубы в этот пирог. Это дичь с моей личной охоты, тот, кто ее не берет, обижает меня. И снова: «Пейте», король смотрит в другую сторону. Выскажите свое мнение об этих вареньях, а не собственного приготовления, мадам. Попробуйте этот виноград, он выращен мною. Попробуйте мушмулу.
Поощряя их раздувать свои брюшные выпуклости, добрый монарх смеялся вместе с ними, а они шутили, спорили, плевались, сморкались и шумели так, будто короля и не было с ними. В результате было принято на борт столько съестного, осушено столько графинов и испорчено столько жаркого, что лица гостей стали цвета кардинальских мантий, а их камзолы, казалось, вот-вот лопнут, поскольку они были набиты мясом сверху донизу своих животов, словно труасские колбасы. Вернувшись в гостиную, они изошли обильным потом, начали отдуваться и проклинать свое обжорство. Король тихо сидел в стороне. Каждый из них охотнее молчал, потому что все их силы требовались для кишечного переваривания огромных порций, запертых в их желудках, которые начали сильно урчать и бурлить. Один говорил себе, глупо было есть этот соус. Другой бранил себя за то, что поддался соблазну съесть тарелку угрей, приготовленных с каперсами. Третий думал про себя, ох, фарш задает мне задачку. Кардинал, бывший самым толстобрюхим из всех, фыркал ноздрями, как испуганная лошадь. Именно он первым был вынужден выпустить громкую отрыжку, после чего сразу пожалел, что находится не в Германии, где это считается формой приветствия. Ибо король, услышав этот желудочный язык, посмотрел на кардинала с насупленными бровями. «Что это значит?» — молвил он. «Я что вам, простой писарь?» Это было услышано с трепетом, поскольку обычно король высоко ценил хорошую отрыжку, идущую от самого сердца. Остальные гости решили избавиться от газов, витавших в их поджелудочных ретортах, иным путем и поначалу попытались ненадолго удержать их в складках своих брыжеек. От этого некоторые из них раздулись и опухли, точно мытари. Бопертюи отвела доброго короля в сторону и сказала ему: «Знаете же, что я заказала у церковного ювелира Пеккара 2 больших кукол, точно похожих на эту даму и на меня. И вот, когда поднажмут снадобья, которые я подсыпала в их кубки, и они захотят возшесть на престол, куда мы сейчас сделаем вид, что отправляемся, они всегда найдут это место занятым. Таким образом вы насладитесь их корчами». Сказав это, Бопертюи исчезла вместе с дамой, чтобы пойти покрутить колесо по женскому обычаю, о происхождении которого я расскажу вам в другом месте. По прошествии приличного времени, необходимого для пускания воды, Бопертюи вернулась одна, давая понять, что оставила даму в этой маленькой лаборатории естественной алхимии. Тогда король, выделив кардинала, заставил его встать и заговорил с ним всерьез о своих делах, держа его за кисть Амикта. На все, что говорил король, Лубалю отвечал «да, государь», лишь бы избавиться от этой милости и выскользнуть из комнаты, поскольку вода уже подступила к его подвалам, и он вот-вот готов был потерять ключ от своей задней двери. Все гости находились в таком состоянии, что не знали, как остановить движение фекальных масс, которым природа дала даже в большей степени, чем воде, свойство находить определенный уровень. Их содержимое менялось и скользило вниз, извиваясь, подобно насекомым, требующим выпустить их из коконов, бушующим, терзающим и неблагодарным к высшим силам. Ибо нет ничего столь невежественного и дерзкого, как эти проклятые предметы, и они назойливы, как все затворенное, чему задолжали свободу. Поэтому они на каждом шагу выскальзывали, как угри из сети, и каждому требовались огромные усилия и ловкость, чтобы не опозориться перед королем. Людовик находил великое удовольствие в том, чтобы допрашивать своих гостей, и его весьма забавляли перемены в их физиономиях, на которых отражались нечистые гримасы их мучений. Советник юстиции прошептал Оливье: «Я бы отдал свою должность за то, чтобы оказаться за кустом хоть на полдюжины секунд». А нет наслаждения, равного хорошему опорожнению. «Теперь я больше не удивляюсь бесконечным мушиным каплям», — ответил хирург.
Кардинал, полагая, что дама уже получила свою расписку из депозитного банка, оставил кисти своего пояса в руке короля и сделал рывок, будто забыл сотворить молитву, направляясь к двери. «Что с вами, господин кардинал?» — спросил король. «Клянусь честью, что со мной?» «Похоже, все ваши дела чрезвычайно обширны, государь». Кардинал выскользнул из комнаты, оставив остальных изумляться его хитрости. Он величественно направился к нижней комнате, слегка расслабив тесьму своего кошелька. Однако, когда он открыл благословенную дверцу, то обнаружил даму, исполнявшую свои обязанности на престоле, словно папа перед восшествием на престол. Подавив нетерпение, он спустился по лестнице, чтобы выйти в сад. Но на последних ступенях лай собак заставил его сильно испугаться за целостность своих драгоценных полушарий. Не зная, где освободиться от химического продукта, он вернулся в комнату, дрожа, как человек, побывавший на лютом морозе. Остальные, увидав возвращение кардинала, вообразили, что он опорожнил свои естественные резервуары, облегчил духовные потроха и посчитали его счастливым человеком. Тогда хирург быстро поднялся, будто желая разглядеть гобелены и посчитать балки на потолке, но раньше всех прочих добрался до двери. Заранее расслабляя сфинктер, он напевал себе под нос по пути к заветному месту. Прибыв туда, он был вынужден, подобно Лубалю, пробормотать слова извинения этой любительнице вечного движения и захлопнуть дверь с той же прытью, с какой и открыл ее. Вернулся он, обремененный накоплениями, которые всерьез преграждали его частные каналы. Точно так же отправлялись гости один за другим, не имея возможности освободиться от соусов, и вскоре снова оказывались перед Людовиком XI, все так же стесненные, переглядываясь исподлобья и понимая друг друга хвостами куда лучше, чем когда-либо понимали устами. Ибо в сделках частей природы никогда не бывает двусмысленности, и все в них разумно и легко для понимания, поскольку этой науке мы обучены от самого рождения. «Я полагаю», — сказал кардинал хирургу, — «эта дама пропромышляет там до самого утра». Что взбрело в голову Бопертюи звать сюда с таким поносом? Она уже час копается над тем, с чем я расправился бы за минуту. Черт бы ее побрал! Воскликнул Оливье Ледем. Все придворные, охваченные коликами, прохаживались взад и вперед, чтобы заставить свои назойливые дела потерпеть, когда названная дама снова появилась в комнате. Можете поверить, они нашли ее прекрасной и грациозной и с радостью поцеловали бы ее в то самое место, куда так страстно стремились. И никогда они не приветствовали день с большей радостью, чем эту даму, освободительницу бедных несчастных тел. Лу-Балю поднялся, остальные из чести, уважения и почтения к церкви уступили дорогу духовенству. Ожидая своей очереди, они продолжали корчить гримасы, над которыми король посмеивался про себя вместе с Николь, помогавшей ему перекрывать дыхание этим господам со слабыми желудками. Добрый шотландский капитан, который больше всех прочих налег на блюдо, куда повар подсыпал слабительного порошка, стал жертвой обманутого доверия. Он стыдливо забился в угол, надеясь, что в присутствии короля его конфуз останется незамеченным. В этот момент вернулся кардинал, ужасно расстроенный, поскольку обнаружил на епископском престоле саму Бопертюи. В своих мучениях, не зная, находится ли она в комнате, он вернулся и издал дьявольское «ох», узрев ее подле своего господина. «Что это значит?» — воскликнул король, посмотрев на священника так, что тот едва не слег с лихорадкой. «Государь», — дерзко молвил Лу-Балю, — «дела чистилища находятся в моем ведении, и я обязан уведомить вас, что в этом доме творится чертовщина». «А, мелкопоместный поп, ты решил надо мной посмеяться», — сказал король. При этих словах общество пришло в ужас. «Значит,
ты проявляешь ко мне неуважение», — молвил король, отчего все побледнели. «Эй, Тристан, дружище!» — закричал Людовик XI из окна, которое резко распахнул. «Поднимайся сюда». Великий провост замка не заставил себя долго ждать. И поскольку эти господа были никем, возвышенными до своего нынешнего положения лишь милостью короля, Людовик в минуту гнева мог раздавить их по своему хотению. Так что, за исключением кардинала, уповавшего на свою рясу, Тристан застал их всех оцепеневшими и ошарашенными. Проводи этих господ в приторий на аллее, дружище, они опозорили себя отъявленным обжорством. «Хороша ли моя шутка?» — спросила его Николь. «Фарс хорош, да уж больно вонюч», — ответил он со смехом. Этот королевский ответ показал придворным, что на сей раз король не намеревался забавляться их головами, за что они и возблагодарили небеса. Монарх был неравнодушен к эдаким нечистым выходкам. На самом деле он был вовсе неплохим человеком, как отмечали гости, облегчаясь у края аллеи вместе с Тристаном, который, как добрый француз, составил им компанию и проводил их по домам. Вот почему с тех пор жители Тура никогда не упускали случая осквернить аллею Шардоне лишь потому, что там побывали придворные господа. Я не покину этого великого короля, не доведя до пера славную шутку, которую он сыграл с Лу Годегранд, старой девой, глубоко возмущенной тем, что за свои 40 лет жизни так и не смогла найти крышку к своему котелку, и в своей пожелтевшей коже бесившейся от того, что все еще оставалась невинной, точно мулица. Эта старая дева жила в покоях на другой стороне дома, принадлежавшего Бопертюи, на углу улицы Иерусалимской. Расположение было таково, что, стоя на балконе, примыкавшем к стене, можно было легко видеть, что она делает, и слышать, что говорит в своей нижней комнате. Король часто находил великое удовольствие в выкрутасах этой старой девки, которая и не подозревала, что находится под самым прицелом кулеврины его величества. И вот в один из базарных дней случилось так, что король приказал повесить одного молодого горожанина из Тура. Тот насильничал над знатной дамой почтенного возраста, полагая, что перед ним юная девица. В этом не было бы большого греха, и для названной дамы было бы великой честью сойти за невинную деву, но, обнаружив свою ошибку, он отвратительно оскорбил ее, заподозрив в обмане, вздумал украсть у нее великолепный серебряный кубок в уплату за подарок, который только что ей сделал. У этого молодого человека были длинные волосы, и он был настолько хорош собой, что весь город пожелал посмотреть, как его повесят, как из сожаления, так и из любопытства. Можете быть уверены, что на этой казни чепчиков было куда больше, чем шляп. И в самом деле названный юноша качался очень грациозно, а по обычаю и привычке повешенных он испустил дух лиха с копьем наперевес, что наделало много шуму в городе. Многие дамы говорили по этому поводу, что это просто убийство, не сохранить такого молодца от эшафота. «А что, если нам положить этот красивый труп в постель Лу Годегранд?» — сказала Бопертюи королю. «Мы ее перепугаем», — ответил Людовик. «Ничуть, государь. Будьте уверены, она обрадуется даже мертвецу, настолько безумно она жаждет живого. Вчера я видела, как она заигрывала с шапкой какого-то юноши, надетой на спинку стула, и вы бы от души посмеялись над ее словами и жестами. И вот, пока эта 40-летняя дева находилась на вечерне, король велел снять этого молодого горожанина, только что окончившего последний акт своей трагической фарсы. Нарядив его в белую рубаху, двое слуг перебрались через стену сада Лу Годегранд и положили труп в ее постель со стороны улицы. Сделав это, они удалились, а король остался в комнате с балконом, милуясь с Бопертюи и поджидая час, когда старая дева отправится спать. Лу Годегранд вскоре вернулась с прыгающей походкой, как говорят туронцы, из церкви святого Мартина,
от которой была неподалеку, поскольку улица Иерусалимская касается стен монастыря. Она вошла в дом, положила молитвенник, четки, розарий и прочие припасы, которые носят эти старые девки. Затем она пошевелила угли, раздула огонь, погрелась у него, уселась в кресло и от нечего делать поиграла с котом. После этого она пошла к буфету, поужинав и повздыхав, вздыхая и ужиная, ела в одиночестве, опустив глаза на ковер, а испив, повела себя образом, воспрещенным в придворном обществе. «Эх!» — молвил ей труп. «Да благословит вас Бог!» Над этой удачной шуткой Бопертюи оба тихонько посмеивались в кулак. И с великим вниманием этот христианнейший король наблюдал за раздеванием старой девы, которая любовалась собой, снимая с себя вещи, выдергивала волосок или чесала прыщик, ехидно выскочивший на носу, ковырялась в зубах и делала тысячи мелких дел, которые, увы, все дамы, девицы или нет, вынуждены делать к своему великому досаждению. Но без этих маленьких изъянов природы они были бы слишком горды, и их общество никому не доставляло бы удовольствия. Завершив свои водные и музыкальные упражнения, старая дева забралась под простыни и издала дивный, громкий, обильный и любопытный вопль, когда увидела и ощутила свежую силу этого повешенного и сладкий аромат его мужской юности. Затем она отскочила от него из кокетства. Но, не зная, что он действительно мертв, она вернулась снова, полагая, что он над ней насмехается и притворяется мертвым. «Уходи, негодный юноша», — сказала она. Но вы можете себе представить, что она высказывала эту просьбу самым смиренным и любезным тоном. Затем, видя, что он не шевелится, она рассмотрела его поближе и весьма изумилась этой столь прекрасной человеческой натуре, когда узнала юношу. Тут ей вздумалось провести несколько чисто научных опытов в интересах повешенных. «Что это она делает?» — спросила Бопертюи у короля. «Пытается вернуть его к жизни. Это дело христианского милосердия». И старая девка терла и согревала этого прекрасного юношу, моля святую Марию Египетскую помочь ей вернуть жизнь этому мужу, так амурно упавшему с небес. Как вдруг, глядя на мертвое тело, которое она так благотворительно растирала, ей показалось, что она заметила легкое движение глаз. Тогда она приложила руку к сердцу человека и почувствовала, как оно слабо бьется. Наконец, от тепла постели и ласки, а также от температуры старых дев, которая куда более палящая, чем жаркие ветры африканских пустынь, она возымела радость вернуть к жизни этого прекрасного и статного юношу, который по счастливой случайности был весьма скверно повешен. «Взгляни-ка, как служат мне мои палачи», — молвил Людовик со смехом. «Ах!» — сказала Бопертюи. «Вы ведь не повесите его снова? Он слишком красив. Указ не гласит, что его должны повесить дважды. Но он женится на этой старухе». И в самом деле, добрая дама в великой спешке побежала за лекарем, умелым кровопускателем, жившим при аббатстве, и тут же привела его. Тот немедля взял свой ланцет и отварил юноше кровь. Но поскольку кровь не шла. «Эх!» — молвил он. Слишком поздно, переливание крови в легких уже произошло. Но внезапно эта добрая молодая кровь слегка просочилась, а затем пошла в изобилии, и пеньковая апоплексия, которая только-только началась, была остановлена в своем ходу. Юноша зашевелился и все больше приходил в себя, а затем по естественным причинам впал в состояние великой слабости и глубокой печали, упадка плоти и общего бессилия. Тут старая дева, превратившаяся в слух и зрение и следившая за великими и примечательными переменами, происходившими в теле этого плохо повешенного человека, потянула хирурга за рукав, указывая ему любопытствующим взглядом на плачевную причину, сказала ему:
И впредь он всегда будет таким? Часто, ответил правдивый хирург. Ох! Повешенным он был куда милее. При этих словах король заходился от смеха. Увидев его в окне, женщина и хирург сильно перепугались, ибо этот смех показался им вторым смертным приговором для их бедной жертвы. Однако король сдержал слово и обвенчал их. И кары ради он даровал мужу имя сеньора де Марсов взамен того, которое тот утратил на эшафоте. Поскольку у Луго де Грант была весьма увесистая корзина с икру, они основали в Турене доброе семейство, которое существует и поныне и пользуется большим уважением, так как господин де Марсов верой и правдой служил Людовику XI при разных обстоятельствах. Вот только он никогда не любил встречаться с виселицами или старухами и больше никогда не устраивал любовных свиданий по ночам. Это учит нас досконально проверять и узнавать женщин и не ошибаться в местном различии, существующем между старыми и молодыми. Ибо если нас и не повесят за наши любовные ошибки, то риски все равно остаются весьма велики.